Друзья, всем привет! Ко мне приехала подруга Кристина. Мы сейчас сделали массаж сначала шейно-воротниковой зоны, потому что были спазмы, затылочные бугры, шея. И тебе стало лучше, да, Кристина? Да, намного. И Кристина меня попросила сделать массаж спины. Сейчас мы сделаем массаж спины. И я переоделась в форму. Так, конечно, более эстетично. Это внушает сразу доверие к мастеру. Обычно я делаю в спортивных штанах, в футболке. Но если, друзья, вы хотите наработать клиентов, если вы хотите выглядеть презентабельно, задайте себе вопрос, для чего? Конечно, для того, чтобы было больше клиентов, для того, чтобы внушать им доверие, для того, чтобы была, наверное, эстетика. Конечно, в этой форме работать не очень удобно, но сегодня вот я в таком образе буду работать. Вспомню былые времена, когда я работала в салонах, и нам было строго-настрого. То есть, как сказать, очень был настоящий. Это было очень важно в нашем салоне, чтобы все мастера были в форме, чтобы обувь была закрыта, чтобы это было все презентабельно, чтобы мастера выглядели достойно, чтобы они себя вели достойно, разговаривали с клиентом тоже достойно. Это очень важно. Я в своем уроке «Секрет успеха массажиста» об этом рассказываю, хотя уже сейчас я не работаю в медицинской форме, но много-много лет, когда и в медучреждениях я работала, всегда нужна была медицинская форма. Поэтому да, вот сейчас на природе, в медицинской форме, с ностальгией вспоминая прошлые годы, как я работала. Я всегда одевала под эту форму достаточно узкую футболку, и когда заходила уже в кабинет с клиентом, я расстегивала, снимала пиджак и оказывалась в белой футболке. И в белой футболке, которая давала, естественно, мне двигаться, она не рвалась, я работала в белой футболке. Вот здесь вот мышца, да, напряжена. Но сейчас я проработаю по маслу спину. Не больно? Так. Хотя ты ходишь на массажи, да? Да, значит, не на все. Значит, не на все. Нет, я имею в виду, хотя ты ходишь на массажи, и не знаю, что сказать дальше, в общем. Это значит не то, не равно массажи, где больно делать. Нужно спазмировать еще больше. Ну вот я чувствую, что левая сторона больше спазмирована. Вот она прям, ты сама, наверное, чувствуешь, да, по мышце. Вот левая сторона. Вот правая меньше. Ну, сейчас выносимо терпеть боль, да? Да, конечно. Помню движение из прошлого, которое редко делаю. Иногда делаю для того, чтобы немножечко разбавить сильные, такие глубокие движения. И потом можно опять достаточно сильным движением приступать.
А синяки от массажа оставались когда-нибудь, когда тебе спину делали, массаж спины? Нет. Нет? Ну, как-то остались в Сочи, я делала массаж тут. После чего мне стали вены болеть. И синяки на ногах оставались. И вены стали болеть? Да. А массаж сам был чувствительный? Да, болезненно было много. Ну, если есть, да, предрасположенность к варикозу, то очень аккуратно нужно делать массаж. И если после массажа, ну, ты как антицеллюлитный делала? Как общий какой-то по своей технологии. Ну, понятно. Авторской. Мгм. Ну, У нас у всех да. авторские технологии. А на самом деле уже все массажи, все движения уже давно известны, не все проданы. Я не перестаю это повторять. У каждого может быть своя авторская методика. Тут, конечно, чувствуется. Здесь? Ну да, я лопатку в сторону сдвигаю. В общем, были синяки, начали вены болеть, да? Да, и бывает. Ну вот нужно такие массажи сразу переставать делать, от которых вы чувствуете, что что-то не так. У меня было одно время очень много беременных клиенток, и мы делали даже массаж по 8-й месяц. Я всегда говорила о том, что вы смотрите, как вы себя чувствуете после массажа. Если вы чувствуете, что вам как-то нехорошо, может быть, тревожно, какие-то ощущения неприятные появились. Особенно на беременных клиентках это было хорошо заметно. Чуть резче мы начинали делать массаж, и ощущение уже было у клиентки после массажа там, через час, через 2, через полчаса уже какое-то вот неприятное внутреннее, да, может быть, там ребенок становился максимально активным. Поэтому здесь тоже нужно прислушиваться к своему организму. Не обязательно быть беременным. Ну а вены начинали сразу болеть? Нет, через время начал болеть. Ну, через сколько? Через месяц или через сколько? Через, наверное, после курса массажа, то через неделю. Движение из прошлого. Вот это я помню, да. Ну, это в основном я делаю при антицеллюлитном массаже. Вот это на подкожно-жировую клетчатку. Создает прилив крови к поверхности. Ну и совершенно другими движениями тоже можно формировать прилив крови. Муха опять на тебя села. Главное, что не пчела. Да, главное, что не пчела. Не больно? Вот чувствую, что как будто хрустит. Это перекаты, просто мышцы напряженные. Можно воспринимать, да, это как хруст. Некоторые клиенты тут даже переживают за такие свои ощущения, но это просто мышцы. То задеваю угол лопатки, вот как бы хруст, да, вот он продолжается. Здесь мышца трапеция напряжена, цепляет верхний угол лопатки, и ощущение как будто хруст. Делаем движение более медленное, и этот хруст мы почти не ощущаем. Делаем его быстро, и все у нас начинает хрустеть, потому что мышцы начинают перекатываться, не успевают расслабляться. Поэтому движения я предпочитаю делать более медленными. Это лучше дает мышцам расслабиться. Ну, вот видишь, мы с тобой шейно-воротниковую сделали, голову. И сейчас еще спину добавим. Ну, сейчас масло почти все впиталось. А поясницу я тебя потянула. У тебя она лучше не стала? Мне кажется, чуть лучше
Хотя не сильно чувствовалось, да, сначала первое движение было. Вот движение такое. Оно всегда для всех чувствительное. Нет? Нормально? Ну, чувствительно, конечно. Сейчас больше. М? Сейчас больше стало. Ну да, чтобы не доводить клиента до яркого ощущения боли, чередуем. С одной стороны, с другой. Сейчас чуть-чуть масла возьмем. Небольшое количество. Что-то вспомнила насчет того, что был такой вопрос, что руки сохнут. И как с этим бороться. На самом деле большое количество масла всегда вызывает сухость. Небольшое количество питает кожу, но если мастер массажа все время в масле, какого бы качества оно хорошего не было, все равно это пересушивает кожу, пересушивает кутикулу. Ну и опять же постоянная обработка рук тоже делает свое дело. И каким бы маслом мы ни пользовались, все равно эта сухость будет появляться. Можно даже, чтобы глубже проработать мышцу. Не больно? Терпение. Давай другую также руку. Угу. Хорошие соседи наши, передаю им привет. Очень люблю детей. В этом чувствуется жизнь, продолжение жизни. Несмотря на то, что они могут приносить какие-то там, как мне кажется, минимальные неудобства, в этом всегда чувствуется какая-то философия. Представляешь, если дача и у тебя соседи, а у них, например, 10 детей, и ну, там 2 семьи живет, и все дети маленькие. Ты купила вот такую дачу, Кристина? Не знаю. Мне кажется, сначала, прежде чем покупать жилье, загородный дом или квартиру, важно очень познакомиться с соседями. Потому что все... Дети такие. Да. Всегда же можно сделать ремонт, как-то облагородить. Но соседей уже вряд ли облагородишь. Дети, да. Они вырастают, все. Но если взрослые, то это уже более глобально, конечно. Давай голову на верхнюю часть лба укладывай, чтобы как бы выгнуть шею вверх. Можешь подвинуться вперед, смотри, как тебе удобно. Ничего, там масло упало, ничего страшного. Ты его обратно поставила сама же. Больно вот это вот место? Да. М? Нет такого ощущения, как будто ток? Чуть-чуть. Да. Давай руки так в стороны.
Ну вот, и поедешь сегодня домой полностью облегченная. Я пойду в форме тебя провожать. И буду с перрона махать рукой. Ты будешь видеть, что тебя провожают медицинские работники. Чувствительно, да, здесь? Вот левая не так. Угу. Но у тебя она не так спазмирована. Она не спазмирована, но почему-то, когда я делала массаж головы и заходила на зону декольте, она была более отечная. Я не могу сказать, почему. Здесь, например, она более спазмирована. В зоне ключиц, в зоне декольте, то есть более левая спазмирована. Везде мышцы напрягаются по-разному. Здесь зависит от очень многих факторов. Сколиоз, там, плоскостопие, походка, осанка. Но если глобально подходить к этой теме, как ты мне говорила, да, что вот подходить к организму как к такому к общему, общий целостный подход, тогда, конечно, это все у нас идет от нашей нервной системы. Руки вдоль тела. Ты мне говорила, помнишь, что массаж тебе прям делали так жестко, да, как-то хрясь-хрясь. Да. Интересно, вот кушетка, она выдержит? Так она вот на кушетке была. Да, ну вот это я не знаю. Не больно? Нет. Я просто нажимаю на мышцы одновременно, используя вес тела, чтобы их расслабить. Можно это делать с одной стороны, как я обычно делаю, но можно и на кушетке. Так удобнее, потому что эта кушетка не опускается. Здесь я более комфортно произвожу движение для себя, используя вес своего тела. Сделаем вдох и выдох. Вдох. Можно походить. Я так к маме ходила в детстве. Для папы. Папе, да? У меня спина очень болела. Ну и вот я держалась за стенку. Да, да. Ну, компрессия, да, расслабление мышц. Поэтому это очень актуально. Находим более напряженную мышцу, более жесткую и воздействуем на нее. Медленно, аккуратно. Ну все, солнышко село, уже становится прохладно. Я сползаю со своего рабочего места. Все, друзья, пока. Ставьте лайки, подписывайтесь, не пропускайте следующее видео. Пока.